Ребятки, вы меня просто мне положили все, что где только можно. Все возможные и невозможные просто просьбы, донаты на стриме. Посмотри канал «Привет, Тачка». Привет, люди. Здравствуйте. И привет каналу «Привет, Тачка». Приветствую смотрящих. Если честно, с творчеством не знаком, поставил лайк заочно. КамАЗ на максималках. Кухня, автопилот, 7 экранов. Что? Чувак, что это? Вот Что это такое? Просто давайте посмотрим, что это. Я даже не хочу никак комментировать, я просто хочу посмотреть. У каждого с КамАЗом свои ассоциации, но у этой Ну да. машины вместо зеркала заднего вида, камеры заднего вида есть сейф, раковина и куча других фишек, которые ты Это точно КамАЗ? Ты, по-моему, перепутал. никогда не видел в грузовике. Тарелки. Вам придется договориться со встроенным алкотестером. Например, под этой крышкой находится радар, который видит другие машины. А здесь внутри аккумулятора этот КамАЗ может ездить как Тесла, чисто на электричестве. Не сплю. Снул, обосрался, нет? И у нас совершенно случайно есть от него ключ. КамАЗ, кто это с тобой сделал? Признавайся. На самом деле внутри здесь еще больше необычного и странного. Просто заведи это видео лайком, и я покажу тебе все фишки этого КамАЗа из будущего прямо сейчас. Ну, если мы, конечно, поймем, как сюда вообще залезть. Ну вот просто посмотри, например, что вот это такое? Новая ламба подъехала к клубу? Нет, ребята, это я приехал разгружать тушенку на КамАЗе. Это задние фонари этой машины. А ты просто посмотри на задние шины, которые шире, чем у самого мощного Порше. И может ты видел у самых крутых суперкаров ламбы или фирмы. Ну, сейчас бы КамАЗ с Поршем сравнивать, бро, ну такое. Есть По активная поводу ширины резины, ну... аэродинамика. У этого грузовика она тоже есть. Вот эти вот створки открываются на большой скорости, чтобы воздух плавно перетекал к прицепу и экономил немножко бензинчика. Полезно, да? Так что вставляешь 10 электромоторов и экономишь пару грамм бензина на 100 километров. А вот так вот этот Optimus Prime встречает своего водителя. Сначала загораются синие огни, а потом они постепенно белеют. Здесь бегающие поворотники и светящаяся решетка радиатора. На самом деле все здесь утыкано сенсорами. Вот здесь вот находятся радары, камера кругового обзора, ультразвуковые сенсоры, камеры, которые смотрят вперед перед машиной. И это впервые, наверное, когда ты не только смотришь на КамАЗ, но и он смотрит на тебя. И, возможно, мы ему не нравимся. Не, мы ему точно не нравимся, потому что вот эти вот огни похожи на зубы, да? Что происходит? Optimus Prime, чешо? И мы часто снимали грузовики, у которых лестница похожа на такую проволоку, которую сделал ребенок. Добро пожаловать на настоящий. Вот оно! Вот оно, родное! Хуета. Вот, понимаете, вот, видать, пустили целую команду адекватных работяг, говорит, сделайте нормально. Забрался вот в их команду один вот этот вот. Моя прелесть! Блядь. Вот этот вот, дружок. Вот он, воткнул. Парадную лестницу Титаника, которая закрывается панелями, чтобы они никогда не были грязными. Ко всему прочему, здесь встроены еще и огни. Что происходит? Или это просто свет через щель падает мне прямо на ногу и выглядит как освещение. Давайте дальше. Вот видите вот эти рога, ребята? Обычно с этой стороны мы видим огромные зеркала размером со скворечник, которые создают аэродинамику холодильника. Но здесь сверху находятся камеры. Ко всему прочему, она явно не одна. Например, здесь есть еще одна, а с другой стороны еще одна, чтобы не прибить какую-нибудь машину, которая лезет в пробке под тебя. Да. Все изображения с камер заднего вида попадают вот на эти планшеты. И здесь у нас есть даже настройки яркости. Подожди, тормози. Что? Камеры боковые, заднего вида, планшеты. Этих камер и, соответственно, две камеры, которые смотрят назад сейчас, чуть дальше и чуть ближе. Но вообще здесь камер просто дофига, больше, чем у смартфонов спереди обычно. А если ты начинаешь засыпать, камера это отмечает по твоим движениям век, и начинается звуковое предупреждение или вибрация руля. И первое разочарование, здесь уже не снимешь сериал «Дальнобойщики». Ушла эпоха, потому что этот КамАЗ рассчитан только под одного человека. Ёкарный бабай!
а вот эта кабина превращается в несколько разных комнат. Хочешь спальню, хочешь кухню, хочешь рабочий кабинет и даже спортивный зал. Совсем недавно здесь еще и был руль со встроенным экраном, который так раньше хотел Леха, и мы думали, что он совсем куку. Вот вам идея, ребята из Мерседеса. Вот здесь просто появится монитор. Представляете? Руль, он же монитор. Ну, действительно, КамАЗ его встроил, но сейчас в этот раз убрал. Есть вот просто электронная приборка, ребята, на которую выводится ночью изображение с камеры ночного вида. Просто КамАЗ, у которого есть камера ночного вида. А вот эти вот все режимы, ребята, это все, собственно, меняется. Ну вот, допустим, задача сегодня превратить этот КамАЗ в кухню. Берем из холодильника наши продукты. У меня есть по случайному совпадению яблоко. Сегодня будем готовить его. Чтобы помыть яблоко, открываем раковину. Я не знаю, какой КамАЗ у вас. У меня вот КамАЗ с раковиной. Я к таким вот КамАЗам привык. Блин, все, я хочу такую машину. Собственно, вода к этой системе подключается вот здесь вот. Сейчас ее нет в выставочном положении, но она будет работать. И если вы используете эту раковину утром, то вы можете открыть зеркальце и еще и побриться. Или не знаю, что вы еще делаете утром. Гуся в раковине яблоко пополоскать. готово для дальнейшей готовки. А у нас как минимум 4 варианта в этом КамАЗе, как его приготовить. Посмотри, у нас есть возможность сделать печеное яблоко в микроволновке. У нас есть возможность сделать другое какое-нибудь яблоко в мультиварке. А вот здесь вот у нас обычно прячется еще и чайник. Можно приготовить яблоко, наверное, и в нем. Сварить, например. Я уже не говорю о том, что можно сделать гриль прямо на моторе. После этого у нас, скажем, это яблоко приготовилось. Мы берем и открываем стол. Во-первых, у нас есть возможность есть прямо во время движения. То есть я еду и наслаждаюсь яблоком. Но, допустим, у нас более серьезная сегодня процедура. Будут гости. Мы берем, двигаем кресло. Кто будет, я прошу прощения. Назад. Мы поворачиваемся, собственно, и вот у нас обеденный стол. Но яблоко нужно же из чего-то есть. Как еще вы едите яблоко? Поэтому у нас прямо здесь есть тарелки. КамАЗ с тарелками, ребята. Где вы такое видели? Пожалуйста. И это только один из вариантов вот этой вот комнаты. Потому что здесь есть еще спальня, как я сказал, спортивный зал, рабочая комната и еще черт знает что. Давайте попробуем понять, что еще есть. И да, пока вы едите яблоко, можно посмотреть Казалось, не обращать телевизор. внимания. Вот они, сами понимаете, что это такое. И если ты знаешь, на рынке не так уж много машин, у которых кресло открывается с атаманкой. Поэтому теперь этот список такой. S-класс, Bentley и вот КамАЗ, собственно. Я вообще смогу на нем ездить? Оно подвигается, нет? Нифига. Раскладываем это все в такое положение, и это у нас даже не спальня, это просто время отдохнуть, посмотреть на экраны, готовы ли тебя разгрузить или готовы ли тебя, не знаю, принять на Могу я квартиру просто сразу продать и на КамАЗе вот на этом путешествовать? таможне, а в это время ты можешь просто здесь отдыхать. Герои сериала «Дальнобойщики» бы просто, как бы правильно подобрать это слово, глядя на эту машину. Да. У этой машины больше фишек технологичных, чем у Так, подожди, тормози. Тут люди сидят все-таки, ну, со слабым сердцем. Прекрати. Ты что начал-то? многих легковых тачек. А если тебе нужен все-таки не грузовик, а крутой продвинутый автомобиль, то бери немца. Да, ребята, здесь есть резиновый коврик, но на всякий случай у него здесь отгорожена зона, где мобильный телефон будет работать с беспроводной зарядкой и подзаряжаться. Но просто сесть и поехать вот так вот не получится. Вам придется договориться со встроенным алкотестером. Ничего протирать не нужно после предыдущего товарища, потому что вот в эту зону надо просто дуть. И алкотестер примет решение, можете вы ехать дальше или нет. Впрочем, возможно вариант, когда эта штука отсылает имейл медработнику, который видит вас по камере, что это именно вы, и дает добро, что машина может завестись. Да, эта тачка постоянно вас контролирует. Кстати, если вы думаете, что все это просто из разряда фантастики, вот эта камера уже ставится давно Не приживется в России.
в новые КАМАЗы К5, и мы снимали Арктику, такой огромный, гигантский КАМАЗ. Вот здесь вот будет ссылка, и у него тоже камера была. Там она сделана, чтобы, например, созвониться по скайпу со своей мамой. И это серийная модель. Здесь у нас 15-дюймовый экран, больше, чем телевизор в моем детстве. И если вы сюда прислоните телефон, то машина считает ваше приложение, ваши интересы, вашу музыку, ваши настройки и подстроится под текущего водителя. Это управление музыкой, скажем, с сенсорами, что не очень удобно, но впечатляет, когда ты видишь это в КАМАЗе. Разнообразные... Работает. Приложения, которые можно открыть, интернет, навигация, телефон, текущие настройки и даже управление климатом. Кстати, здесь есть даже подогрев руля. Ну и проекционный дисплей сделан очень просто. Может, видели, мы купили на AliExpress такой. Там просто подставляешь телефон, и он отражает с него изображение перед водителем. Вот здесь что-то подобное, потому что вот здесь вот находится, собственно, экранчик, который сюда проецирует изображение. Конечно, у дорогих иномарок все происходит прямо на само стекло и как бы растворяется в дороге, которую вы видите перед собой. Ну ладно бы эта штука просто на вас смотрела, она еще и проверяет, находятся ли ваши руки на руле, потому что этот КАМАЗ оснащен автопилотом. Я подумал, что это чей-то безумный сон, но сам лично глазами видел вот эти беспилотные КАМАЗы, где вообще Блядь, что? водителя нет. Они ездят просто сами куда хотят. Здесь эта штука есть. Но давайте смотреть реально на вещи, ребята. Пока мы живем в России, автопилотом будешь только ты за рулем. Потому что автопилот хочет камерами видеть разметку и понимать, где он находится. Не-не-не, это не про нас, это не про нашу страну. Не-не-не, брат. А у нас разметка Он поедет по разметке, он в первый же день выпилится. выглядит примерно вот так. Машина с ума сойдет Ну и мы сразу. насчитали уже много здесь комнат, ребят, но настало время поспать и превратить этот КАМАЗ в спальню. Я не знаю, опять же, что у вас в КАМАЗах, как это сделано. У нас есть огромная, практически двухспальная кровать, которая выезжает на электроприводе. Ну и самое время почувствовать себя спящим в КАМАЗе будущего. Есть, конечно, некоторые нюансы, и люди с большой головой, возможно, что они пролезут, но все остальные устроятся вот на Еб твою мать, это какая голова должна быть? этой вот огромной кровати и смогут с помощью этого устройства, например, выключить свет или настроить какой-нибудь климат, который будет вам подходить. И ко всему прочему, прямо напротив вас будет тот самый телевизор. Вот они, в животе. Выходите, Герман Да Шеф. еще пару, ну. Так нет, мы должны завалить так, что проход нарушен. Вот так мы его... Но телек же неудобно смотреть, поэтому спинку можно поднять. Блин, почему это еще не сделали в других КАМАЗах? Ребят, вот вам идея, как модифицировать свои самосвальчики. Ребят, чтобы вы сравнили вообще, что это такое, вот это Hyundai, достаточно большой грузовик, и вот так вот на самом деле выглядит сейчас, как люди живут и спят в таких машинах. И это считается... Еще тут Я есть КамАЗ хочу. сенсорные кнопки. Фары, которые всегда ночью светят дальним светом, потому что внутри несколько светодиодных Спаси и сохрани всем тем, кто впереди едет навстречу. сегментов. Помянем. Когда едет встречка, один из сегментов тухнет, Тебя как рентгеном пробьет, еб ты, насквозь просто. Будешь как этот, как, знаешь, вот это, бычки эти в томате. Вот так вот его достаешь, он насквозь виден. То же самое чтобы будет. не слепить эту встречную машину, но остальные продолжают светить дальним и освещать дорогу. Возможность регулировки яркости подсветки, то есть свет можно сделать притушенным. Куча всяких ниш для мелочей. Огромная солнечная батарея на крыше прицепа, которая его питает. И дефлекторы, как будто это суперкар. Сзади у прицепа камера тоже, конечно, есть, которую можно вывести на экран. Здесь у нас радар и тоже активная, кстати, аэродинамика, которая улучшает обтекаемость машины. Я это делаю руками, она, Не хочу никак комментировать. конечно, делает это с помощью сервоприводов. Специальная плотная Потом, когда машина. Я это делаю руками, она, конечно, делает это с помощью сервоприводов. вот это все начнет отлетать, эти вот приводы, потом ты будешь с этими приводами минус 50 где-нибудь. Специальная плотная кромка у резины Michelin, которая называется антисплэш, и она уменьшает количество брызг, которое отбрасывается на лобовое стекло твоей машины.
Самые красивые диски у КамАЗа, которые вы только видели. Вообще все эти шины и диски позволили скинуть 150 килограмм лишнего веса. Ну и просто посмотрите на ширину этих колес. Lamborghini Urus плачет, глядя на это. Мне кто-нибудь объяснит, какого он сравнивает КамАЗ, грузовую машину, и обычные джипы? Я могу как-то... Что-нибудь вообще ламбо, как это вообще можно сравнить? Ладно. Ниша, которая связана снаружи с лючком, поэтому через это вот отверстие вы можете, скажем, организовать бизнес по обмену валюты или передаче каких-то других вещей. Такая штука здесь тоже есть. Ну и солнцезащитные козырьки размером с футбольное поле. Где вы такое видели? Обычно мы в суперкарах видели что-то совсем маленькое и миниатюрное. А недавно снимали Кайен за $500 000, у которого козырек просто был микроскопический и закрывал просто тебе дорогу. Вот здесь вот будет на него ссылка, кто не смотрел. Под кабиной здесь стоит традиционный мотор с автоматом ZF, но вот здесь вот прячутся аккумуляторы, которые с помощью встроенного электромотора позволяют проехать на этом КамАЗе 15 километров в полной тишине на чистом электричестве. Представляешь, идешь ночью, и сзади тихо подъезжает вот это. Да. Если бы сзади подъехало вот это с дальним светом, мне кажется, у меня бы сердечный приступ прям там же бы, и все. Запас хода, конечно, как моего электроскутера, но иногда это бывает полезно. И, может, видел, как у грузовиков выглядят рессоры. Такая стопка блинов металлических. Здесь, посмотри, все выглядит очень необычно, потому что есть один металлический лист, а Один не металлический. композитный. Это позволило сбросить 30 килограмм с каждой рессоры. Кстати, у нас, смотри, здесь есть новый гоночный дакаровский КамАЗ с новой кабиной. Но из стандартных деталей, которые есть и у этой машины, и у той, здесь только боковые стекла и ручки дверей. Больше ни одной одинаковой детали. Кстати, если ты устал от таких вот грузовиков будущего, то мы снимали еще очень много разных моделей, самых невероятных, больших и крутых грузовиков. Переходи вот сюда вот. А если вы, ребята, устали, то не забывайте, во-первых, зайти, поддержать автора ролика, поставить ему лайк, и также не забывайте то, что можно просто подписаться на канал, при этом прожав колокольчик. Ссылочку внизу в описании или просто кнопочка подписаться. Из красной сделайте ее, пожалуйста, серой. Спасибо вам большое. Удачи, добра, напишите в комментариях, что думаете по поводу этого КамАЗа.